Всем привет, друзья! Вы смотрите канал Pop Music, с вами Реальный Басист. И сегодня у нас на обзоре педаль перегруза Darkglass Microtubes X7. Что же это за девайс? Это современный дисторшн, ориентированный на исполнение сабжанров современного прогрессивного металла. Основным отличием этой педали от других дисторшнов заключается в том, что она не сжирает низкие частоты вашего инструмента. И делает это она благодаря тому, что обрабатывается низкочастотной и высокочастотной составляющей вашего сигнала раздельно. А управлять этим можно при помощи вот этих вот двух маленьких ручек Low Pass и High Pass. Давайте сейчас послушаем, как звучит чистый бас, а потом включим педаль и продемонстрируем влияние этих ручек на сигнал бас-гитары. Сейчас я покручу ручку Low Pass, и мы посмотрим, как у нас либо добавляется, либо убавляется чистый, нетронутый низ из общего нашего сигнала. Вот заметьте, я ее повернул на максимум, и низа у нас стало больше, такого чистого, читаемого низа. А вот теперь его почти не стало. И то же самое с верхом. Таким образом, эти две ручки влияют на то, какая часть звука будет перегружена и какая часть останется чистой и нетронутой. Второй по важности ручкой в этой педали является ручка Low Compression. Вот она. Для чего она нужна? Она компрессирует низкие частоты. Потому что очень часто бывает, что когда мы играем, например, внизу, бас звучит очень жирно и может быть даже перебор с низом, а когда мы переходим на какие-то верхние ноты, низа у нас становится меньше. Так вот, эта ручка Low Compression, она как раз нужна для того, чтобы бас усадить в микс и скомпрессировать низкие частоты. Ну и, само собой, регулировать общий уровень низких частот мы можем при помощи ручки Low Level. Давайте послушаем, как это у нас звучит. Вот у нас добавился низ. Давайте его скомпрессируем. Таким образом, мы имеем очень четкий сформированный низ. Никакие ноты у нас не просаживаются и не выстреливают. Ну и касательно самого перегруза верхнечастотной составляющей, за это у нас отвечает две вот этих вот ручки High Drive и High Level. Соответственно, глубина и уровень перегруза и непосредственно общий уровень верхних частот. Вот давайте послушаем, как они влияют на звук. То есть таким образом можно максимально гибко нарулить
любой звук с разным уровнем перегруза. Ну и в дополнение ко всему, чтобы максимально гибко и хирургически сформировать тот звук, который нам нужен под данный проект, у нас здесь есть 4-полосный параметрический эквалайзер, ну и плюс регулировка громкости мастер. Ну и несмотря на то, что данная педаль прежде всего ассоциируется с агрессивными жанрами музыкальными, на ней можно нарулить весьма интересный low-gain, почти чистый саунд. Также эту педальку можно назвать своего рода и преампом, потому что кроме обычного линейного инструментального выхода у нее есть еще и встроенный балансный выход и также параллельный выход чистого сигнала для дополнительной обработки. Также хотелось бы отметить, что эту педаль можно питать от 9 до 18 вольт при помощи блока питания, которого, к сожалению, в комплекте нет. Ну и в заключении хотелось бы сказать, что действительно на рынке это один из самых гибких перегрузов, чем, собственно говоря, Darkglass и славится. Настолько гибко и хирургически можно нарулить огромное количество различных звуков для самых разнообразных музыкальных жанров. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений о будущих видео. Ну и до скорых встреч, увидимся. Distortion, лучше сказать. Педаль перегруза. Ну да. Darkglass Microtubes X7. Это педаль перегруза. Нет, мы уже сказали педаль перегруза. Давай это. И может начнем. И что же такое? Что же это за девайс, типа того? Это скорее потом, типа, это distortion, современный distortion. Так вот.